Добрый день, дорогие мои друзья! Меня зовут Жанна, и я всех приветствую на своем канале. Еду за Милашкой на перерыв, к ней на работу, вернее, чтобы забрать ее на перерыв, отвезти к ней домой, чтобы она поела там дома у себя спокойно на квартире, и потом привезу ее обратно на работу. Если получится, может получится у меня уже немножко заснять вам квартиру, как жарко у нас. Если получится, сниму вам квартиру, как раз там сейчас никого нету, а то вечно там бывает полно людей, и я никогда не могу снять немножко квартиру, как она у них преобразилась. У нас жарище просто 29, ну ты посмотри на нее, а? Как она летит. 28 градусов. Я включила опять кондиционер и вот так вот охлаждаюсь сейчас. Я сегодня работала с утра, быстренько там тоже все свои дела поделала и сейчас еду за Милашкой. Вот так теперь мы видимся перебежками. Во время перерывчика, у нее час перерыв, и вот так вот сейчас я ее заберу, отвезу, чтобы она там не сидела, чтобы отвлеклась немного от своего этого компьютера, а то этот, что там у меня, я везу эту кровать, складную кровать везу тоже. Чтобы она отвлеклась немного от своей работы, от компьютера. Ой, я после своей работы такая вся взмыленная просто никакая. У нее бывает она же сидит перед компьютером, и от компьютера у нее, я не знаю, я ей говорю, что это у тебя облучение бывает, начинает ее тошнить, и голова кружится, и просто, вот когда долго смотришь в телефон, вот такое состояние у нее бывает, да. И это самое, я вот, когда могу, особенно когда я вот с первой смены работаю с утра, до часу, и как раз она без 22 заканчивает, и я ее могу забрать, отвезти домой, чтобы она поменяла обстановку и спокойно поела дома. Вот так. Так что, наверное, я вам смогу немножко заснять квартирку, как она преобразилась. Там еще не все доделано, но все равно уже хорошо. Что надо двоим начинающим семейную жизнь. Если вы помните, на квартире проходили вот такие строительные работы. Они увидели в интернете вот эту постройку и решили ее у себя дома тоже воплотить. Она получилась очень красивая, очень четкая. Потом вы увидите в видео, что из этого всего получилось. Мы заехали на квартиру, что должны сейчас привезти двери. Massimo, girati, buongiorno. Buongiorno, siamo nell'appartamento nuovo, abbiamo comprato un altro appartamento. Мы, говорит, купили, но не веру, мы, говорит, купили новый апартамент. Нет, это квартира Миланы и Фердинандо. Они здесь вот такую реконструкцию сделали. Видите, вот внизу уже есть камин электрический будет. И вот в этом большом разъеме будет телевизор. Вот в этих разъемах будет мебель. Шкафчики такие навесные будут стоять. Конечно, тут еще работается. Ну, в общем, так хорошо будет, я думаю, когда все сделают. Здесь мы ждем. Двери должны привезти, вот, которые сломали. Ну, вернее, которые они поменяли. А теперь я вас приглашаю в новую квартиру. Диван пока не приехал, здесь пусто, и декор пока нужен. Ну, в общем, комната выглядит вот так. Вот это та самая реконструкция, которую я вам показывала до этого. Все выглядит просто очень красиво и модно, как это любят сегодняшняя молодежь. Вот такой стол замечательный стоит, красивейший.
Цветочки тоже на столе красивые стоят. Это цветы им дарили на свадьбу. Занавески, которые недавно повесили. Вот этот журнальный столик будет украшать перед диваном комнату. В целом комната выглядит просто очень-очень красиво и уютно. Я думаю, когда придет диван, будет вообще красиво. Ну а здесь, пока моя Миланка обедает, я вам покажу все остальное. Вот такой коридор здесь. И по левую сторону расположены две ванные комнаты. Одна у них гостевая, то есть вот это. Здесь им еще повесил, когда приходил человек, вешал занавески, он им повесил здесь вот такую тоже, типа, как же их называли, занавеску. Она рулоном сворачивается, скручивается, тоже очень удобно. Вот так у них здесь. Полы они в квартире не меняли, потому что, ну, пока не до полов им было. Это уже вторая гостевая комната у них, спальня вторая. Они вот эту кровать тоже купили, которую им привезли, совсем другую кровать. Она заказала одну, они привезли им другую. Но она контейнер, и очень это удобно тоже в доме. Здесь, как вы видите, не хватает еще прикроватных тумбочек. Ну, они потом закажут. И комод, я думаю, надо будет им еще вот по эту сторону стены, где свободно. Шифонер они заказали, вот такой шкаф тоже с дверями, которые купе, типа купе. Здесь занавесочки, я вам все пытаюсь тоже показать. Они такие льняные, красивые, очень нежные. Не любит она много захламлять, да и, думаю, правильно делает. Это вторая ванная комната, она у них рабочая, тут у них и стиралка стоит, и сушилка стоит, ну, в общем, как все положено. Рядом дальше идем, у них еще одна спальня, по всей вероятности это будет детская, но пока там находится вот такой склад. Склад лишних вещей, не лишних, а вещи, которые еще должны расходиться по своим местам. То, что она от нас привозит, то, что мы сами привозим, мы все сгружаем туда. Стоит, кстати, вот этот ящик по левую сторону, это вытяжка на кухню. Ну и здесь в центре коридора у них вот такая небольшая кладовка. У нас тоже она также расположена, очень удобно, кстати, в квартире. И сейчас по правую сторону мы переходим в спальню. Вот эту кровать мы тоже ждали. Она пришла вместе с этим шкафом. Огромный шкаф они себе заказали, почти до потолка и на всю стенку. Тут, конечно же, не хватает еще декора, кое-что. Комод большой они должны еще тут, наверное, приобрести тоже. И вот такая спаленка у них получилась. В общем, нормально. Я считаю, что в общем очень даже хорошо. На эту стену будет вешаться телевизор. И все. Ну вот она и моя девочка. Поела. Сейчас поедем обратно на работу. А сейчас я вам вот покажу кухню. Кухня у нее тоже вот такая светлая. Других цветов она никаких не хотела. Столешница темно-серая, вот почти такая же, как и стол, который круглый они купили. Специально прям искали такой стол, чтобы подходило под столешницу. Вот так он выглядит. Ну, неплохой стол, так симпатичный тоже. И занавеска сюда тоже хорошо вписалась. Вот, не хватает, конечно, вытяжки еще, ну и какие-то недоделки. Там вот внизу видно дырочка свободная, не дорезали или перерезали, в общем. И потом вот там стыки по столешнице, где в самом углу, тоже надо это все менять. Неправильно соединили. Вот такую кофеварку она себе приобрела, пьет кофе по утрам. Капучино себе делает. Вот такой газ, да, и все. Вытяжка у них уже здесь, и из-за того, что они привезли вот эту панель, которая за ней должна установиться, вот там прям на стенку,
из-за этого ее не поставили. И чтоб не снимать туда-сюда, они решили все потом вместе поставить. Ну и вот такие всякие штучки симпатичные, да и все. В принципе, все, что я вам хотела показать, пока показала. На этом пока квартира все. Ну что, вот и все. На этом мои прогулки сегодня закончились. Как жарко, я прям не могу. Машина накаленная была. Отвезла Миланку уже на работу. Заехала еще к своей подруге домой. Она живет там, где Миланка работает, в Мандалоне. К Дианке заехала. Посидели с ней, поболтали, кофе попили, фрукты поели. Ну и все, и теперь можно и домой. Надеюсь, вам понравилось мое видео. Не забывайте, пожалуйста, ставить лайки, писать комментарии, мои дорогие девочки и мальчики. Спасибо вам огромное всегда, что не забывайте показываться в комментариях. Мне бывает очень приятно. Вы уже у меня постоянный, кто мне... Что там звенит у меня? Постоянный, кто мне пишет. Мне бывает очень приятно всегда от вас читать комментарии. Я буду заканчивать, потому что я заезжаю на объездную дорогу. Она скоростная. И поэтому не буду смотреть в телефон. Все, дорогие мои, благодарю вас от всей души. И до новых встреч. Пока-пока. Буду ждать ваших комментариев.